Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Стрелец. Давайте посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе. У нас неделя с 12 по 18 января. Давайте посмотрим, что же в этот отрезок времени у вас произойдет. Какие карты вам выпадут и что интересного вам следует ждать от Вселенной, собственно, в этот период. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, вы можете оставить лайк, оставить сообщение под этим видео, вы можете порекомендовать это видео также кому-нибудь из ваших близких стрельцов, если вы считаете, что им этот расклад подходит, возможно, перекликается как-то с их ситуацией. Итак, неделя с 12 по 18 января. Смотрим, что же происходит у стрельцов в жизни стрельцов непосредственно в этот интервал времени. Итак, понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Ну, давайте посмотрим. Карта Тройка Пентаклей. Первая карта. Карта хорошая. Карта, ну, знаете, какое-то как сотрудничество, совместная работа с другими. То есть вот тройка — это сообща, 3 и более людей. Когда вы о чем-то договариваетесь с другими, когда у вас есть какие-то общие цели, вы совместно с другими идете к этой цели в коллективе, на работе или с близкими, со своими домочадцами. Да, то есть это совместная деятельность, это какие-то ваши шаги решительные, когда вы делаете с уверенностью, что это принесет результат. Это ваше правильное действие. Вот, да, вы настроены на этот успех, на то, что вы делаете сейчас, будет иметь хорошие результаты, хорошие последствия, собственно, да, и вы видите в этом большую перспективу. Тройка Пентаклей, она об этом. Давайте посмотрим, что же здесь еще имеется в виду у стрельцов в понедельник, почему выпала Тройка Пентаклей. Карта Принц мечей. Вы здесь настроены очень решительно действовать. Вы настроены на то, чтобы добиваться упорно своих целей, может быть, привлекая других людей при этом к этой вашей цели, чтобы они как-то способствовали достижению результата вашего. Или, может быть, вы сообща, опять-таки, совместно шли к этому результату, преодолевая препятствия, открывая закрытые двери. То есть, чтобы вот благодаря вот вашей настойчивости вы, собственно, да, может быть, вели за собой команду, с которой вы работаете. То есть вы очень порывистые здесь, вы очень храбрые, смелые, вы защищаете свои интересы, вы защищаете своих близких. Собственно, опять-таки по Тройке Пентаклей вы готовы помогать кому-то, защищая интересы этого человека, и вы уверены, что вы все делаете правильно. Может быть, поддержка какого-то человека воздушного знака, это Весы, Близнецы или Водолеи, которые здесь могут тоже иметь большое значение для вас. Дальше идет 8 жезлов, это карта сообщений, звонков, какого-то очень быстрого прогресса в делах, когда все очень динамично, очень активно, как-то все очень быстро развивается. И по 8 жезлов здесь, скорее всего, какие-то, ну, знаете, как хорошие события, хочется верить. То есть вы вот прям в движении, вы какие-то решения принимаете, вы постоянно в движении, вы не сидите на месте, вы очень-очень активные здесь. Карта 8 жезлов. Давайте посмотрим, почему она выпала у стрельцов на вторник. И карта 9 кубков. Happiness, счастье. Вы счастливы в том, что здесь есть эта динамика, это развитие. Все, ну, как бы хорошо происходит и проистекает здесь у вас. И по 9 кубков вы счастливы, что здесь у вас есть достаток, есть успех в ваших делах именно благодаря вашей решительности. Тоже и по 8 жезлов. Может быть, возможности ознакомиться с новыми людьми. Это какие-то хорошие знакомства. Может быть, вы где-то на какой-то праздник идете или какое-то вот мероприятие, где вы с другими людьми знакомитесь, очень много общаетесь. В целом это ощущение излишества. Также вы можете здесь что-то выбирать, там, не знаю, выбирать какие-то товары, что-то покупать и чувствовать достаток, благополучие от этого. Карта 9 кубков. Дальше идет Луна. Сомнения, страхи. Да, может быть и мечты, и надежды, которые хочется реализовать, потому что Луна — это не только про страхи, это надежда. Надеюсь, что реализуется, надеюсь, что получится, верю, да, мечтаю. Но
Также боязнь, что может что-то пойти не по плану, что будут какие-то подводные камни на пути к успеху, что кто-то может обмануть, что что-то может быть от вас скрыто, что здесь может быть, да, как будто бы по карте Луна есть неуверенность в себе, удастся ли мне там то или иное действие сделать, почему-то в среду это появляется. Для кого-то здесь может быть страх проявить себя или сказать что-то, что вы думаете, и вы предпочитаете остаться как Луна, невидимым, незаметным, да, потому что когда светит солнце, Луну не замечают. Вы думаете, ну, как будто бы, да, скроюсь так вот, да, чтобы не было видно, как в сумерках. Карта Луна. Также может быть общение с человеком знака Рыбы, поэтому карта Луна выпадает. Ну, давайте посмотрим, Стрелец, что же здесь у вас по этой карте. Карта Рыцаря Кубков, карта каких-то скрытых намерений у каких-то людей, может быть, или человека по Рыцарю Кубков. Возможно, вы здесь действительно сталкиваетесь с каким-то обманом, когда у кого-то есть скрытые намерения, кто-то что-то скрывает от вас, обманывает, либо вы, опять-таки, не уверены в себе, в том, чтобы проявить свои чувства или сказать о том, что вы думаете, что вы чувствуете по этой карте. Возможно, вы находитесь в каком-то состоянии внушения, под влиянием других людей, и как-то нечетко, неясно видите ситуацию. Возможно, это касается опять-таки водного знака, потому что здесь Рыцарь Кубков — это раки, рыбы или скорпионы. И дальше карта Башня. И вот башня — это что-то внезапное, спонтанное, как разрушение, что-то как конфликт или какая-то буря эмоций, которые у вас происходят, и могут привести к каким-то серьезным последствиям. Может быть, что-то просто ломается, поэтому карта Башня, или какие-то планы не сбываются, как они здесь у вас запланированы были. Итак, Стрельцы, давайте посмотрим. Четверг, десятка жезлов, перегружены какими-то делами, обязательствами. Нужно много решительности, чтобы справляться с этой нагрузкой. Чувствуете этот ненужный груз, который на вас навалился, и на вас он давит. Может быть, спонтанно, внезапно происходит какая-то размолвка с близкими, окружающими. И для вас это так вот почему-то катастрофично и тяжело вами воспринимается. И дальше пятерка мечей тоже как печаль, чувство неудачи, что что-то вот как в поле один в поле не воин, или чувство поражения, которое у вас может почему-то присутствовать в пятницу, и разочарование в пятницу. Почему оно у вас есть? Карта восьмерка кубков, что-то вас расстраивает, разочаровывает. Вы здесь, может быть, с кем-то честно о чем-то поговорили, или вам что-то высказали, что вас расстроило, и у вас здесь есть как желание развернуться, уйти, не бороться, не сражаться, ничего не доказывать. Может быть, вы смирились с какой-то здесь потерей или с какой-то неудачей. Вот что-то вот, ну, да, или в чем-то вам стыдно, какой-то позор, ощущение позора или разочарование, что в чем-то вот вы как будто несовершенны здесь или что-то сделали неправильно. Дальше туз жезлов все-таки, да, который здесь цветет с этими вишнями здесь, да, все-таки будет прогресс, будет улучшение. Вы готовы к каким-то переменам, вы готовы к новым возможностям в субботу. У вас как будто бы появился запал, задор, какая-то энергия, которую хочется реализовать. Вот она на субботу у вас выпадает. И карта Рыцаря Жезлов тоже. Горите идеями, готовы рисковать, действовать. Вот у вас возник какой-то после этого вот всего кошмара возникает какое-то желание мчаться, достигать, добиваться каких-то результатов. Да, то есть много энтузиазма появляется в реализации своих возможностей, каких-то планов. Прям вот готовы мчаться и добиваться идей каких-то. Но при этом пятерка пентаклей в воскресенье, какие-то финансовые потери или какие-то сложности, неприятности, которые могут у вас возникать, давать вам чувство потерянности, брошенности или ненужности, может быть, по пятерке пентаклей. Может быть, вы здесь сталкиваетесь с тем, что какая-то есть неуверенность в будущем вашем, какая-то шаткость положения вашего, поэтому пятерка пентаклей. А ну давайте посмотрим на воскресенье, восьмерка пентаклей. То есть переживаете, что в чем-то не добьетесь успеха в ваших делах, или что можете потерять какие-то деньги, или потерять прогресс в чем-то, можете потерять какую-то хватку, можете потерять свои навыки профессиональные, или что-то вот как будто бы восьмерка пентаклей, пятерка пентаклей. Чувство, что не ценят вас
ваши заслуги или не ценят то, что вы делаете. Может быть так, не ценят то, что вы делаете. Может быть, близкие не ценят ваш вклад, вы много трудитесь, стараетесь, много работаете над чем-то, что как будто вам кажется ведет к процветанию. То есть вы прям вкладываете много усилий, много стараний, а это почему-то как не ценится, 5 пентаклей, и ну, да, вы чувствуете, что вас как будто бы не замечают или не обращают должного внимания на все ваши усилия. Также может в чем-то не вести, вот вы что-то делаете касаемо работы или какого-то хобби или чего-то, что вот, может быть, или чему-то учитесь здесь, и понимание есть по 5 пентаклей. Может быть, что-то денег не принесет много, да, то есть то, чему вы учитесь здесь. Ну вот что-то такое тоже может здесь быть. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!